Йоу, привет всем, это Джей Слэм, это онлайн-курс второй, вот, и наконец-то мои уроки начались, вот. В сегодняшнем уроке я дам свои рекомендации, как делать фишки, если у вас что-то не получилось, то есть как выкручиваться из ситуации, как относиться к ситуации, будет 10 рекомендаций, так что, бум, поехали. Йоу, привет, и начнем. Еще раз расскажу, то есть, имея дело с фишками, вы часто сталкиваетесь с тем, что что-то идет не так, что падает кепка, либо что-то не пошло, кроссовок не оделся. И я дам свои рекомендации, как я справляюсь с этими ситуациями. Во-первых, если вы начали что-то делать и оно не получилось, упала кепка, упал кроссовок. Первое, что можно делать, это начать делать эту фишку заново. Но риск и уверенность ваша будет очень под вопросом, потому что представьте, что если у вас на второй раз не получится, то, ребята, вам нужно заканчивать ваше представление и идти домой. Поэтому первое – это начать делать заново. Но если вы начинаете это делать, будьте уверены, что вы справитесь. Вот. Либо идите осознанно на этот риск, потому что все может пойти вообще по-другому. Вот. Поэтому первое – это начать делать фишку заново. Вторая. Чаще всего кепка, что-то происходит, кепка падает перед вами. То есть козырек показывает на вас, что можно сделать, как я иногда выкручиваюсь из ситуации. Нужно показать процесс, как поднимается кепка. Например, я засовываю руку в футболку, немного помогаю ногой. Видите, кепка уже немного поднимается, и, например, бум. Видите, я показал с помощью фишки процесс поднимания кепки. Еще раз, если, например, кепка упала перед вами, что я могу сделать? Я, понятно, бум, мы подняли. Что еще можно сделать? Помочь этой рукой. Она должна идти еще выше. Можно, не знаю, отбросить с помощью плеча, и поднять. То есть, чтобы вот этот процесс был не просто, чтобы он был интересным, да, чтобы все вокруг понимали, что вы контролируете ситуацию. Еще раз, кепка упала, бум, я чаще всего использую бум, словил, сюда, бум, кинул, одел, либо еще проще, сюда, бум, поднял, словил. И все кажется гораздо интереснее. Еще один, тоже у меня есть часто такая идея, я поднимаю, бросаю ногу и одеваю. Еще раз. Поднял, просунул ногу, одел. Второе. Если кепка падает козырьком к вам, ясно? Вам нужно показать процесс поднимания кепки к голове, но интересно, с помощью каких-то элементов. Не знаю, сделайте штуку, сюда, бум. Вам нужно это придумать. Окей. Третья штука. Если козырек смотрит в противоположную сторону, чаще всего и самое банальное, это мы подкидываем и ловим. Окей, но даже это можно сделать интересно. Как? Придумывать какие-то шаги. То есть я делаю шаг, сюда, подкидываю. Даже это уже смотрится гораздо интереснее. Поэтому, если козырек смотрит в противоположную сторону, придумывайте какие-то шаги. Например, сюда поставил, либо поставил, повернулся, словил. Еще раз, козырек, если смотрит в противоположную сторону. И сделал шаг. Это уже смотрится гораздо интереснее, чем просто
Ясно? Еще раз. Козырек смотрит в противоположную сторону. И мы придумываем себе шаги, там, не знаю, сюда, 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 сюда. То есть это должно быть интересно, не просто глупый шаг. Окей, еще чем я пользуюсь, это, опять же, если козырек смотрит в противоположную сторону, я начинаю повышать ставки и использовать кроссовок. Снимаю, ловлю, сюда, словил, что-то сделал. То есть добавляю еще одного игрока в игру. Еще раз. Бум. Снимаю кроссовок, потому что с помощью кроссовка можно кепку подвинуть и сделать бум, какую-то штуку. То есть добавить интереса в ваш провал. И еще раз подытожим. Третья штука, когда козырек смотрит в противоположную сторону. Первое, что вы можете сделать, это шаг. Интересно, бум, словить, либо шаг, например, бум, повернулся, словить, бам, шаг, повернулся, подкинуть. То есть мы делаем шаг и подбрасываем. Либо мы добавляем еще одного игрока в гонку, снимаем кроссовок и ловим кепку. Ну, чаще всего ловим. Бам! Ловим кепку, одеваем кепку и заканчиваем уже с кроссовком. Это все можно тренировать и придумывать. Окей, идем следующий. Так, четвертая рекомендация, совет. Это просить, если вы понимаете, что вы делаете рискованный момент, рискованную штуку, просить друга, не знаю, держать сбоку, знаете, вот так вот стоят и держат кепку, чтобы у него в руках была кепка. Чтобы если что-то у вас прям совсем не получилось, вы просто, не знаю, бум, берете у него кепку и начинаете продолжать. Окей? Еще раз. Четвертая штука – это сразу заменить кепку. То есть либо она у вас где-то здесь, знаете, модные парни, вот так вот здесь, сюда вот засовывают кепку, у меня не получается, извините, я не модный парень. Вот так вот кто-то даже стоит. То есть что-то не получилось, достали. Либо просить друга держать кепку, либо есть еще такие экспрессивные парни, которые срывают кепки вообще с людей. То есть четвертая рекомендация – это быстро заменить кепку. Теперь пятая штука. Это если вы уже понимаете, что вы провалились, у вас упала кепка, вы ее даже подняли, но в общем, не происходит ничего благоприятного для вас, очень хороший прием – это же сделать что-то очень быстро. И все начнут взрываться, все забудут, что вы провалились. И вот пятое – это использовать делать сразу что-то быстрое. Я дам некоторые свои советы. Мне кто-то дает кепку, бам, я одеваю, вот на руку, переворачиваю и ловлю. Смотрится быстро, круто и всегда получается. Еще раз, мне кто-то дает кепку, бам, одеваю сюда, бум, резко, ловлю. Смотрится круто, и это по динамике это будет очень здорово, поверьте. Вы танцуете, бум, у вас что-то не получилось, вы подняли, сделали что-то быстрое, и это смотрится как единый раунд, это смотрится интересно, это как пыль в глаза, поэтому делайте быстрые штуки. Например, еще одна штука, тоже быстрая. Я поднял, мне дали кепку, но уже другая рука. Я делаю быстро, бум, сюда, смотрится тоже прикольно. Еще раз. И бам, 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 подбрасываю, ловлю. Резко что-то делаю и продолжаю танцевать. Еще одна быстрая штука. Бум, поставил, словил. Пятая рекомендация – это сделать что-то очень быстро, чтобы реабилитировать свой раунд. Окей. Шестая рекомендация – это начать делать что-то другое. Например, я танцую, пытаюсь сделать какую-то штуку, бум, у меня не получается, я не настраиваюсь, я сразу, бум, начинаю
делать что-то другое. Поэтому имейте всегда какие-то запасные штуки. Например, у меня есть такая штука. Бум, я опускаю сразу голову, жух, достаю ее, ударяю, бам. Это смотрится прикольно. Либо есть комбо, то есть, если бум, упала кепка, я сразу бам, бам, бам. И это смотрится уже интересно. То есть вот эта пустота, которая появилась из-за того, что упала кепка, вы ее заполняете чем-то интересным. Еще раз, я что-то делал, бум, упала кепка, бум, смотрится прикольно. Либо бам, упала кепка, бум. То есть начинайте сразу делать что-то другое. Что может быть? Либо фишка с футболкой, либо фишка с кроссовком. Но чаще всего, лучше всего использовать комбо какое-то. Что-то, в чем вы точно уверены. У меня есть такие комбо, которые меня всегда выручают, я их, наверное, делаю уже очень долго. Бам, 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 быстро, быстро, сюда, бум-бум, опускаешь, и в этот момент, если кепка недалеко, можно ее забрать. Например, не получилось, ладно, жух, бум, бум-бум, жух, бам, 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 одел кепку. И это смотрится прикольно. Поэтому шестая рекомендация, шестой совет. Начинайте сразу делать что-то другое. Желательно что-то, в чем вы очень уверены. Седьмая штука, седьмой совет, седьмая рекомендация. Тренируйте рискованные моменты. Всегда есть фишки, моменты, с которых вы начинаете, и они смотрятся безопасно. А есть очень рискованные моменты. Например, бум, бум, шух. Часто у меня этот момент не получается. Если я понимаю, что он у меня не получается, я буду тренировать его еще усерднее, либо я придумаю, что я могу сделать, если это произойдет. Иногда, то есть, бум, ага, если так, она постоянно падает. А что если я подниму локоть, бум, здесь раскручу, и если она упадет, я сразу начну делать что-то другое. То есть тренируйте рискованные моменты. Если они уже и при этом не получаются, постарайтесь их упростить. Если и в этом случае тоже они не получаются, придумайте, что вы будете делать, если в этот момент что-то идет не так. То есть морально будьте готовы. Я, например, всегда использую этот прием, потому что чаще всего бывают какие-то, крутые идеи, но все же есть какой-то один рискованный момент, и заменить его уже никак не можно. Поэтому я морально готов, что может пойти это не так, и как я из этого выкручусь. То есть седьмой совет, седьмая рекомендация – это тренируйте рискованный момент. Будьте морально готовы, что здесь может что-то пойти не так. Окей. Это называется театральное представление. То есть, если упала кепка, я, мол, обыгрываю, что, знаете, так и должно быть. Я такой обыгрываю, так и должно быть. И вы специально придумываете какие-то истории, то есть, как вы вот в этом вот вашем спектакле можете обыграть то, что она упала. Например, можно подойти к ней, да, это то, что я иногда использую, подойти к ней, постараться поднять, она тяжелая, у вас не получается, потом бум, да, это прикольно, это не ожидаю. И тот факт, что она упала, это даже украсит ваш рамок, украсит то, как вы из этого выкрутились. Поэтому придумывайте такие штуки. Вот. Например, один из приемов – это отыграть, что она тяжелая, да? У вас не получается ее поднять, потом резко удар словить, и все взорвутся, будет круто. Еще один прием я использую. Например, вы что-то делаете, упала кепка. Вы принимаете этот факт, что она упала, и начинаете играть с этого. Бам, поднимаете, опять упала. Бум, опять упала. И все начинают с вами вообще входить в это флоу, что так и должно было быть.
И в какой-то момент вы поднимаете и уже делаете что-то резкое, кепка на голове, и вы продолжаете что-то делать. Устроить театральное представление, показать всем, что, ребята, так и должно было быть. Потому что если что-то не получается, это очень рискованный момент для раунда. Энергетика чаще всего сразу падает. И чтобы спасти эту энергетику, либо очень быстро поднять обратно, нужно что-то реально интересное. Поэтому не допускайте такие моменты и просто не ленитесь, придумайте себе несколько таких вот штук, которые вы будете использовать, когда у вас что-то идет не по плану. 9. Это уже не штука, это данность, что происходит. Если это начало раунда, вы что-то делаете, что-то пошло не по плану, но оно прям омерзительно пошло не по плану. Выход начать раунд заново. То есть вы принимаете тот факт, что это произошло, динамика вашей работы на нуле, и вы начинаете делать заново. Вообще строить ваш раунд. То есть все идет заново. Вы начинаете заново делать свой старт-мув, заново настраиваться. Если прям вы настолько пафосный и у вас все настолько тяжело в штанах, вы можете попросить включить трек заново. Это делают очень редко, но это тоже можно. Но если есть возможность, то энергетика упала вообще до нуля, вам придется собирать ваш раунд заново. Кто-то это делает даже, знаете, и через минуту, и через 2. Просто принимаем факт того, что все, это провалилось, все, вы уже проиграли, если все останется так, как есть. И начинаем собирать свой раунд заново. Например, шла энергетика шла, все провалилось. Все, вы никак не выкрутились, не подняли, не устроили театральное представление, вы просто подняли, взяли и начали собирать все заново. Это 9 прием, 9 такая уловка. Это даже не уловка, это просто вам нужно быть к этому готовым, что так тоже может произойти. И 10 это уже мой личный совет. Не допускать к батлу рискованные штуки. Поверьте, я иногда придумываю по 20, 30, 40 штук, но в батле использую 4-5, в которых я уверен. Потому что материал — это ваш козырь, и он должен быть очень тяжелым, вы должны быть в нем уверены. Знаете, есть чувство, когда вы что-то придумываете, и вам это нравится. Вы обычно записываете себе в тетрадку, это как любимая штука, или кило, или жесть, вот так вот записываете, потому что вы в этом уверены. И вот такие штуки должны быть все. Вы не должны во время раунда париться, что же я сделал. Вы должны уверены быть в этом. Для этого нужно много вариантов, должно быть из чего. У вас должен быть выбор. Поэтому придумывайте, додумывайте, и если это рискованно, если это не стоит того, просто от этого откажитесь. Когда я принял это, у меня стало все получаться лучше. Не все, что вы придумали, можно использовать, потому что признайте, что что-то может не стоить того, чтобы испортить весь раунд. Поэтому будьте честными с собой и выбирайте только самое лучшее. Это был 4-й урок, надеюсь, вам было полезно. И теперь домашнее задание. Вам нужно придумать сложную фишку и показать элементы, которые там очень рискованные. И как вы можете выкручиваться из ситуации. Еще раз, сложная фишка с рискованным моментом. Показывайте мне рискованный момент и что вы будете делать, если она будет падать. Ясно? Покажите мне 2 примера, и я буду счастлив. Увидимся на следующей неделе.